Привет, вы на канале Carnegie Политика. Меня зовут Александр Габуев, я директор Берлинского центра Карнеги. И сегодня я хочу обсудить с моими умными коллегами последствия украинского вторжения в Курскую область России и траекторию развития этой войны. Со мной сегодня Михаил Кофман, один из ведущих военных аналитиков и старший научный сотрудник фонда Карнеги. Привет, Михаил. И Александр Прокопенко, один из лучших специалистов по российской экономике, и тоже моя коллега по Берлинскому центру Карнеги. Привет, Александра. Привет. Михаил, давай начнем, пожалуй, что с тебя. Вот вторжению ВСУ в Курскую область вот-вот исполнится месяц. Вот как бы ты определил, какие задачи Киев ставил перед этой военной операцией? Спасибо, Саш. Значит, военная цель, я думаю, пока более ясна уже. То есть это задача была как минимум отвести большую группировку российских войск с фронта и таким способом немного изменить стратегическую инициативу, облегчить давление на другие части фронта в Донецке. Это могло потом создать какие-то, скажем, возможности на, может быть, второе или третье продвижение. То есть таким способом Украина смогла бы перехватить инициативу, и российская группировка войск бы реагировала на, скажем, там разные вторжения или расширение фронта в Курске. Значит, вторая цель, это, с моей точки зрения, это укрепиться. То есть понятно уже всем, что это не какой-то набег, а задача расширить зону контроля и укрепиться в Курске, и держать уже Курск надолго. И таким способом это может создать возможности для Украины в течение, я бы не сказал, переговоров, но как минимум это и немного как изменяет, как сказать, обстановку после российского вторжения в Харьков в мае этого года. То есть это уже создает какой-то рычаг на будущее. Можно было таким способом или провести обмен, скажем, на вывод российских войск под Харькова. И в любом случае это намного улучшает позицию Киева. Почему? Я думаю, всем было понятно после июня, то шанс политических изменений в Соединенных Штатах и потенциал выигрыша кампании Трампа стал чуть более вероятным. И я думаю, после этого, я сам тогда был даже в Киеве в течение июня, пошло много слухов, что в крайнем случае может быть давление, если будет изменение администрации. Уже всем понятно, что в любом варианте будет изменение администрации. И Харрис, и Трамп. И может пойти давление на какое-то перемирие или согласие. И в таком случае понятно было всем, что Киев надо было изменить вот собственную обстановку, и надо было, если вести переговоры, то их вести с позиции, как сказать, преимущества и с позиции, которых намного улучшенная по сравнению с обстановкой за последние, скажем, несколько месяцев или год войны. Если суммировать, то как бы ты определил, понятно, что это всего месяц, и как ты сам любишь говорить, everything is contingent in this war, да, то есть все меняется и зависит от условий. Я понимаю, но вот если суммировать события последнего месяца, что украинским вооруженным силам удалось в этом наступлении, вот что плюсы, и что не удалось, и что может быть потенциально риски, и то, что может поставить их под угрозу на всей протяженности фронта. Значит, плюсы, я думаю, всем ясны. Во-первых, это была наиболее успешная операция, и в течение нескольких дней они очень легко прорвали оборону. Они показали, что выучили уроки с 23 года, хотя бы, скажем, каждая обстановка более особенная, не так легко сравнить прорыв обороны в Курске с линией соприкосновения фронта, но все равно это намного подняло мораль, то есть и изменило хотя бы дискуссию, обстановку на войне, которая за последние минимум месяцев 10-11, я бы сказал, с сентября прошлого года шла на наиболее негативной траектории.
плюс это уже показывает всем, что есть еще шансы, есть еще варианты. Я не думаю, что кто-то предвидел такое наступление месяц тому назад. Я сам его лично не предвидел. Это о многом говорит. Ты человек информированный. Почему я говорю, что многое, как ты сказал, contingent, что нельзя считать, что война просто будет продолживаться на той же самой планке, и что мы уже можем все предвидеть. Как раз всегда есть непредсказуемые, есть такие варианты. А, какие еще плюсы? Значит, Украина захватила, я бы не знаю, как честно посчитать, ну, где-то, скажем, там, может быть, 900 тысяч квадратных километров территории. Это большой кусок территории, кстати, много, ему можно сравнить, конечно, просто так мерить по территории, это более плоскостно с точки зрения аналитики, но можно посравнить с российским продвижением за последние 5 месяцев, ну, скорее всего, больше. И все еще пытается расширять вот этот, создать плацдарм, которым можно защитить, используя там разных рек и так далее. Значит, ну, компания оказалась более успешной, захватили много пленных, которые уже несколько обменяли, то есть пополнили вот этот фонд на обмен пленных, и, понятно, создали более, как сказать, высокое поражение с точки зрения имиджа России. Окей. Самое главное, плюс, который я считаю, это вот на прошлой неделе была делегация из Киева здесь, в Вашингтоне, и это просто создал повод на дискуссию, на ключевую дискуссию о стратегии, о изменениях в стратегии, скажем, получения разрешения на использование дальнобойного высокоточного оружия на территории России и так далее. То есть, я думаю, всем понятно, что в нашей, как сказать, общей стратегии есть какой-то дрейф, или такое ощущение хотя бы в Вашингтоне, что идет такой дрейф. Особенно из-за того, что мы сейчас все смотрим на результаты выборной кампании. Минусы, значит, конечно, вот эта операция немного рискована. Во-первых, это отведение войск с фронта. И фронт, который длится почти на 1200 километров, на этом фронте уже давно растянуты вооруженные силы Украины. Понятно, что это использование резерва, который могли бы поставить под Покровском, Торецком и так далее, в части Южного Донецка, где сейчас российская армия продавливает фронт. И российская армия продавливает фронт, можно посмотреть, намного быстрее, с повышенным темпом за последний месяц, после начала операции Курска. То есть очень ясно, как одно действует на другое, да. Значит, какие еще минусы? Минусы, конечно, еще в том, что чем дольше Украине надо будет держать вот этот добавленный 100 километров фронта в Курске, то это туда затянет дополнительную группировку войск и оттянет ее, то есть она там зависит. Преимущества были в течение продвижения. А если дальнейшее продвижения не будет, и мы уже смотрим за последние несколько недель, продвижение очень, очень медленно. То есть одно село, второе село и так далее. Но уже, как сказать, все достижения, ключевой темпы мы видели за первые 5 дней. То тогда уже преимущество будет исчерпано, и это перейдет в позиционную войну. И так оно выглядит. То есть оно уже переходит в позиционную войну в Курск. Да? И с точки зрения позиционной войны, непонятно, ну, я не знаю, уже, как сказать, трудно предсказать, насколько это даст Украине те результаты, которые она хотела. Во-первых, можем оценить, что до сегодняшнего времени эта операция не спровоцировала Россию на отведение большой группировки войск. Да, они взяли срочников внутри России, они взяли подразделения там с Херсона, Запорожья, группировку с Харькова. Но такое колоссальное отведение войск фронта или остановление наступления в Покровске, я думаю, мы не видели еще не соблюдаем. А насчет склонения к каким-то переговорам или обменам я тоже пока такого не видел. Но это может быть лучшая тема для тебя или для Саши. Поэтому есть плюсы и есть минусы. И минус может быть в том, что мы будем смотреть, скажем, 3, 4, 5 месяцев спустя на эту операцию, которая имела хорошие шансы, но просто расширила фронт,
И в течение этого времени продавление фронта в Донецке, захват городов, ключевых городов, транспортных узлов, как Покровск, просто ускорился все. И больших таких ключевых изменений на войну она не имела. Понял тебя. Давай последний вопрос в этом раунде, уже переходя на российскую сторону этого уравнения. Коллапс российской защиты границы был довольно феноменальным. Видно, что украинцы сумели накопить личный состав скрытно и так далее. Как ты объясняешь то, что российская оборона вдоль Курской, да, границы Курской области и Сумской области Украины тут же провалилась? Это можно легко объяснить тем, что Россия постоянно в течение этой войны просто недооценивает Украину, недооценивает вооруженные силы Украины. И там были две линии обороны, которые первая держали пограничники, вторая была держа срочники. И еще какие-то подразделения Ахмата. Россия в течение своего наступления в Харькове отвела войск в Суми, которые там были. И сама собой создала эту возможность. То есть они ослабили фронт, который они держали, потому что сами затянулись в Харьков. Это было российское наступление. В Харькове они так далеко не прошли. Их остановили в Овчанске и Вивце. Группировка войск, которая прорвала линию обороны в Курске, сделала более-менее легко и быстро. Срочники были не готовы отразить такое наступление, и они не экипированы для таких задач. Да, был большой оперативный сюрприз. Я бы сказал, не тактический, а оперативный. Насчет провальной обороны, там еще понятно, что это место как раз более уязвимое для России. Почему? Потому что типа Московский военный округ, войска, которые за него отвечают, принадлежат Ленинградскому военному округу под генерал-полковнику Александру Лапину. Там главная команда в основном занята боевым действием под Харьковом. Потом пограничники, они принадлежат ФСБ и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому России очень долго пришлось организовать защиту по сравнению с другим участком фронта, да, где стоит региональная группировка войск. Под региональной группировкой войск стоит общевойсковая армия, да, и, скажем, корпус. Потом дивизии, бригады и так далее. Там все более-менее разделено, расположено. А здесь, понятно, была одна реакция, как типичная российской стороны, когда обстановка динамичная, то реакция более, как сказать, более как хаотичная, беспорядочная. Из того, что мы видели вот хаотизацию, да, или хаотичность действий не только военных властей, ФСБ и так далее, но и гражданских. Население в Судже и других поселках получало там супер противоречивую информацию, и гражданские тоже оказались абсолютно не готовы, так же, как и военные. С чем это связано? Это связано вот с тем месседжем, который Кремль всю войну транслирует, что все нормально, вам нечем напрягаться. Это связано с тем, что там губернатор недавно поменялся. Зам командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муменджанов за взятку отъезжает в СИЗО к большой пестрой компании военных, которые уже там находятся, собственно, с начала года. Я не думаю, что все дело в нем, хотя ну, то есть очевидно, что это связано с Курском, и, возможно, это связано с тем, что средства на строительство так называемых засечных черт, которые в прошлом году с большой помпой губернаторы приграничных регионов, вот всех трех, Белгородской, Курской и Брянской областей, презентовали, что вот они зубы Суровикина, зубы дракона, вот они вот все будут здесь стоять, и никакой враг к нам не пройдет. Судя по всему, в Курской области строительство пошло... Что-то в строительстве пошло не так, вероятно, какие-то части стройматериала не доехали до стройки. Возможно, возможно, проект изначально был сформирован таким образом, что, собственно, вот эта засечная черта объезжалась сбоку, и там ее никто не контролировал, поэтому
Я думаю, что вот в этом смысле здесь был комплекс причин. Выделено это дело было, если я правильно помню, порядка 5 миллиардов рублей. Деньги маленькие с точки зрения федерального бюджета и не маленькие с точки зрения регионального. Очевидно, что приграничные регионы в целом более или менее понимают, как нужно действовать, когда заходит ДРГ, диверсионная группа, а когда речь идет о каком-то, о какого-то другого рода вторжении, то на региональную бюрократию, и военную, и гражданскую нападает великий русский паралич, голову сворачивает в сторону Кремля, откуда они ждут каких-то сигналов. В Кремле, насколько я понимаю, изначально очень, как-то отнеслись к этому вторжению, как действительно, что сейчас какая-то ДРГ, зашли-вышли, и это мы уже видели, и чего беспокоиться. Опять же, август, все в отпусках. Все ждали, пока выскажется первое лицо, а первое лицо, насколько я понимаю, там некоторое время была заминка с докладом первому лицу, потому что никому не хотелось быть тем самым гонцом, который принесет плохие вести о том, что регулярные войска Украины, которая вот-вот уже должна просто пасть, если внимательно слушать Путина, собственно, вторглись на международно признанную территорию Российской Федерации. А Путин в ярости, это видно, но, видимо, ярость и желание победить Украину так, как он хочет, берет верх над эмоциями, и в этом смысле Россия не пошла на отвлечение, то, о чем говорит Майк, больших сил с фронта на переброску в Курскую область, и предпочла, что называется, пожертвовать комфортом мирного населения, но ради решения задач специальной военной операции, как ее называют российская пропаганда, в чем бы они ни заключались. И сегодня Путин, выступая перед школьниками в Кызыле, в Туве, всячески выразил сочувствие и симпатию эвакуированным курянам и вообще в целом, что сердцем-то он с Курской областью, но возможности доехать туда у президента нет. И цели специальной военной операции не подлежат не подлежат коррекции, поэтому, выделили 15 миллиардов на Курскую область сейчас на помощь, и попробуют залить деньгами, а там, может быть, и как-то по-другому, а там, может быть, и само рассосется. То есть в целом очевидно, что для Путина выдворение ВСУ из Курской области сейчас не приоритет. Что мы можем сказать о настроениях и в целом в приграничье, потому что, насколько я понимаю, есть какие-то уже социологические данные, и насколько это перенесение войны на территорию противника действительно влияет на то, что россияне начинают винить в тяготах Путина, а не бандеровскую хунту или ужасного Байдена? Эта история с довольно любимый Кремлем коммуникационный прием, когда царь хороший, а плохие бояре, в данном случае тоже в целом работает. И, как мы видим, куряне записывают обращение к Путину: «Царь-батюшка, помоги». То есть их можно так сказать. Видно, что региональные власти, ведомые не очень сильным в Рио губернатора, то есть в общем, он в целом не публичный человек, и компанию, которую он ведет, видно, что она целиком простроена технологами, и, в общем, человек стал губернатором, публичным политиком только потому, что так сложились обстоятельства. Второе, мы видим человеческое недовольство в России не транслируется в активные действия, тем более, когда Кремль так хорошо контролирует средства пропаганды. И то, что та кампания, которая с ведома Кремля, разумеется, была развернута по помощи курянам, когда через портал госуслуги собирали помощь жителям Курской области, которые страдают от чего? А что там случилось? То есть нужно было проявить некоторую настойчивость, чтобы понять, что там происходит, что там не пожар, не наводнение, а вторжение, в общем, что война переместилась на территорию России. Третий момент. Война идет уже 3 года, и в целом мы видим довольно
вот странный эффект действительно небольшой рост рекрутинга новых рекрутов, рост числа рекрутов в московском регионе, например, потому что, ну, как бы вот этот нарратив, что когда война перейдет на мою землю, и вот она перешла на землю, и люди, которые там 3 года предпочитали думать о ней в режиме, что это некоторая специальная военная операция, вдруг, о боже мой, на нас напали. Хотя сделать следующий шаг и понять, что, как бы, что война длится уже почти 3 года, и на самом деле напали не на вас, а вы напали, от вас защищаются, уже довольно непросто с учетом вот всего вот этого вот накопленного эмоционального и информационного багажа. Мы видим, что население встревожено, это уже отражается на рейтингах тревожности. Мы видим, что чиновники, в общем и целом, тоже не то чтобы очень спокойны, и гражданский правящий слой, мне не очень нравится называть их элитой, пусть будет правящий слой, и, в общем, околосиловой готовятся к тому, что ВСУ в Курске задержится на несколько месяцев. Ну вот, по крайней мере, такие мысленные горизонты они себе закладывают. Люди в целом, я так понимаю, как-то тоже вот пытаются объяснить себе, что ну мы же не выкуриваем их, потому что мы не хотим сравнять Курскую область с землей артиллерии. То есть такой нарратив тоже присутствует у людей. Но в целом можно говорить о некоторой негативной адаптации и к этой ситуации. Да, мы помним, что Лавров в свое время, когда его спрашивали, что, мол, как же так, Россия вроде бы как утверждает, что вот эти вот территории, и вы их же сравниваете с землей, там тот же Бахмут и прочее. Он говорил, ну вот Сталинград тоже мы во время освобождения сравняли с землей, потом отстроили и так далее. Поэтому, если что, то, я уверен, Кремль как-то сможет объяснить сравнивание с землей и Суджи, и других поселков. Давайте поговорим о ситуации на Восточном фронте. Мы уже немножко начали с Мишей. Да, Миш, ты говоришь, что российские войска продвигаются быстрее за последний месяц. Насколько это критично вообще, вот то, что сейчас складывается? И как бы ты описал ту вилку сценариев, то есть самые негативные для Украины, соответственно, позитивный для российских войск, и наоборот, ну, в горизонте, не знаю, до середины ноября, наверное. Ну, насчет продвижения в Донецке, там есть несколько направлений. Это, можно сказать, разные битвы с Вугледара до Курахова до Покровска. И потом вторая цепочка идет с Покровска на Торецк, Часов Яр. А есть еще третья, которая особо не обращает внимания, но там есть изменения. Это под Купьянском. Это попытка российской армии выйти на реку Оскил в восточной части Харьковской области. Значит, под Покровском, да, там мы соблюдаем продвижение более быстрыми темпами и прорыв линии обороны. Но пока российское продвижение собой не превращается в прорыв на более оперативном уровне. Значит, посмотрим, что будет в наступающей неделе. Все еще это можно назвать вытеснением обороны, не, как сказать, прорыв обороны или возможность создать какое-то более масштабное окружение. Значит, многое зависит, как мы оцениваем роль Покровска. Покровск – это важный транспортный узел, я бы сказал, более, так сказать, оперативного звенья. Потеря Покровска, конечно, будет большой ущерб. Надо его недооценивать, но тоже надо переоценивать, что будет после захвата Покровска, да, смотря насколько российская армия все еще останется наступательный потенциал. Так же самое с Торецком, но потом после Торецка, скорее всего, пойдет все-таки эвакуация Константиновки. Но можно также сказать, что в любом случае, в любом варианте, если было бы вторжение в Курск, либо не было, то все равно российская армия так бы медленно продвигалась, да, только с более медленными этапами. В любом варианте пришлось бы проводить эвакуацию Покровска, которую уже проводят за последние 2 недели. Я этот город очень хорошо знаю. Я думаю, все, кто работали
которые работают на линии фронта, проезжали Донецк, просто трудно проезжать Донецк, не проезжая Покровск. Потому что когда люди говорят, что, мол, есть другие дороги, и можно так проехать, я просто гладко скажу, сначала надо посмотреть, найти на другие дороги, лично. Во-вторых, да, очень, да, значит, там все, конечно, будет сложнее. Но, несмотря на это, все еще, я думаю, Украина сможет держать Славянск-Краматорск. То есть ты считаешь, что Славянск-Краматорск осенью точно будут украинские, и Россия просто их не может взять? Но я точно ничего не знаю на этой войне, но будет взять все-таки намного сложнее. Проблема после Покровска – это что российская армия потом может выходить западнее в Днепрообласть, да, просто по трассе, или идти севернее вокруг, как задний заход в Краматорск, и уже обходить оборону, которая сейчас стоит, сейчас в яркости. Посмотрим. То есть это там другие варианты. Но понятно, что битва за Покровск, а не просто битва за город. Потому что российская армия идет чуть южнее его и пытается создать котел от Покровска на Курахово на Вугледар. Да, и идет вытеснение линии фронта со протяжении где-то 50 километров. То есть это не просто про Покровск, это про всю южную часть Донецка. И надо бдительно смотреть, что происходит там на карте. И понятно, что оказывает давление. Ключевая проблема с украинской стороны – это недостаток личного состава, недостаток резерва, особенно потому что резервы используются сейчас в Курске, и еще недостаток боеприпасов, да, то есть комбинация. Конечно, можно еще к этому подключить более важные недостатки в системах ПВО, особенно ПВО ближнего действия, но тоже тактические вопросы. Так, но мы обсуждаем фронт. Надо еще не забыть, я бы сказал, более стратегически важной обстановке – это энергоинфраструктура. И крупномасштабные российские удары на украинскую энергоинфраструктуру, и, можно сказать, как минимум ответные удары и вот, собственно, кампания, которую Украина сейчас ведет, более удары, расширенные масштабами беспилотников по российской энергоинфраструктуре. Я бы не сосредоточился просто так на фронте, потому что можно, конечно, сказать, что даже в крайнем случае успехи на оперативном уровне стратегически не меняют обстановку. Скажем, если Россия захватывает большую часть того, что осталось в Донецке и Покровск, как это все-таки влияет, и как это меняет обстановку на этой войне. Ущерб энергоинфраструктуры и удары по критически важным объектам со временем могут стать намного более влиятельными. Ну вот мы видели, что Россия то ли запланирована, то ли в качестве ответки за наступление ВСУ в Курске нанесло самый, наверное, масштабный после первых дней войны удар по украинской инфраструктуре. В общем, довольно много из того, что летело, было сбито. То есть показывает, что ПВО работает, хотя понятно, что сбить все невозможно. Ты ожидаешь, что эта ситуация может стать хуже, потому что просто ПВО отстреляет то, что у них есть боекомплекта в России еще довольно много ракет, или как это может развиваться? Это ясно продолжение ударной кампании, которую вели в течение весны. То есть они скопили средств на эту кампанию, чтобы дальше провести вот в течение осени-зимы, когда она будет на более, как сказать, влиятельно. Насчет средств ПВО. Да, с одной стороны, может кажется, что много чего сбито, но если, Саша, если бы ты прочитал те данные, которые публично разглашал Александр Сырский, главком Украины, про общий процент перехватов, эти цифры реалистические, которые выставили насчет перехват, намного ближе, там, 40-50%, а не 80-90 плюс. То есть, просто смотря на официальные данные Главкова, которые он выставил в течение брифинга, который устраивал, насколько я понял, для комитета Еврада, то много чего как раз не перехватывает из-за того, что критически отсутствует дальнобойное ПВО и не покрывает Украину, смотря вот просто на простор территорий. Да, я считаю, что вот эта ударная кампания, к сожалению, скорее всего, будет наиболее влиятельно на обстановку. Вот, и будут продолжать вот крупномасштабные удары по Киеву, по другим городам, но самое главное, они
Вот Россия, я бы сказал, деградировала или уничтожила большую часть энергоинфраструктуры, то есть то, что производили, не используя атомные энергостанции, а сейчас бьет по связи в этой сети энергии, которая связывает атомные энергостанции, из-за которых Украина зависит. И это просто будет влиять на способность перемещать энергию по этой сети, то есть идет фрагментация сети. И так как с помощью ДАПТа Украина все еще пытается отремонтировать вот эти станции, да, вот Россия, типа вот эти удары, это как возвращение, чтобы предотвратить способность украинской стороны как-то это отремонтировать и улучшить общую обстановку. Вот к чему это все идет. Я не знаю, я, честно говоря, не знаю, насколько Россия скопила средства и насколько мы смогли улучшить обстановку с покрыванием украинской территории систем ПВО и ПРО. Это, к сожалению, надо все еще посмотреть, это все еще будет. Саш, вопрос тебе. Как ощущаются последствия украинских контрударов для российской экономики? Мы видим, по крайней мере, что закрываются области статистики по производству нефтепродуктов и так далее. Довольно много попадает по НПЗ и, в общем, летает достаточно далеко. Плюс там есть иногда примеры не только ударов дронами, но и диверсий, но в основном это удары дронов, которые, в общем, летят. Вот как-то это можно померить и понять уровень боли и дискомфорта? Ну, очевидно, что этот дискомфорт значительно меньший, чем Россия приносит Украине ударами по украинской энергоструктуре, но сказать, что совсем эти удары остаются незамеченными, нельзя. Пока нет ни дефицитов на локальных рынках, но есть нервозность, связанная с этим, есть повышенные инвестиции компаний в различные средства поражения дронов, различные средства на оборону, какие-то дополнительные ассигнования требуются на оборону предприятий, и это все не очень хорошо, потому что у нас бюджет сейчас устроен таким образом, что он процветает, в общем, во многом из-за повышенной нормы изъятия со стороны нефтянки, и, конечно, видно уже недовольство нефтяников, что слишком много у нас берут и слишком много расходов на нас перекладывают. То есть защищать объекты от атак это не обязанность государства, как считают чиновники, а это расходы собственников НПЗ и так далее. И это не совсем то, на что все рассчитывали, с учетом того, что я так понимаю, что там как-то совсем хорошей антидроновой защиты пока еще тоже нет. Угу. Ну, то есть, да, там нужны мобильные бригады и так далее, какие-то более локальные решения. Причем это же не только НПЗ пролетало и по металлургическим объектам. Скажем так, нет немедленного эффекта на выпуск, как мы видим в Украине, но это все способствует долгосрочному накоплению дисбалансов в уже перекошенной экономике. А поскольку экономика перекошена в пользу войны и в пользу потребностей и нужд армии, все остальное становится приоритетами второго, третьего, четвертого, пятого, десятого порядка. И в этом смысле, переводя с бюрократического на обычный, в случае пожара горите, как бы говорит российская власть бизнесу, а еще мы потом придем, вас оштрафуем за то, что у вас меры противопожарной и антидроновой безопасности не на достаточном уровне. Я бы это так сформулировала. А в остальном, конечно, дела в российской экономике чуть получше, чем хотелось бы, но и не так хорошо, как пытается представить Кремль, как пытается представить российская пропаганда. Из интересного совсем кажется, мы сейчас дуем очень на воду, и похоже на то, что экономика потихонечку, находящаяся в лучшем перегреве, она потихонечку начинает замедляться.
И здесь как бы, ну, то есть это понятно по разным косвенным индикаторам, то есть мы видим спад спроса на арматуру и стальной лист со стороны стройки, не растет погрузка на железной дороге, что странно во время специальной военной операции. Мы видим, как потихонечку охлаждается выпуск в не связанных с обороной отраслях, и это говорит о том, что высокая ставка, я напомню, 18%, делает свое дело. Вот. С другой стороны, что тоже парадоксально, очень интересно, что эти накопленные дисбалансы вкупе с высокой ставкой делают экономику крайне хрупкой. И, соответственно, прорвать может в любом месте, в любой момент, а под прорывом я имею в виду, например, какую-нибудь техногенную или природную катастрофу. Или, например, какая-то авария на инфраструктуре, которая повлечет за собой большое количество человеческих жертв или каких-то вот, или природную какую-то экологическую катастрофу. Либо, например, резкое снижение выпуска в какой-то отрасли, потому что вдруг какие-то закончились жизненно важные детали. Или банкротство крупного предприятия, которое повлечет там цепную реакцию. Вот все вот это вот может, все вот это вот может произойти, ну и, соответственно, главный краткосрочный вызов, который сейчас перед Кремлем и экономическим блоком, если не считать верстки бюджета, это, конечно, не допустить жесткой просадки экономики. Мгм. Давайте последний блок вопросов поговорим немножко, попробуем заглянуть в 25-й год. Я понимаю, я руководствуюсь мантрой Михаила о том, что все contingent, и это непредсказуемая война. Но, тем не менее, Миш, я помню, как ты на нескольких встречах, где я присутствовал, говорил, что, в общем, не так важно будет, кто выиграет, Трамп или Харрис. Да, это важно само по себе, но к 2025 году следующий президент США унаследует ту ситуацию, которая сложится в 2024 году. И вот уже менять и варьировать будет сложно. То есть этот год во многом определяющий, да, течение войны там, в 2025 году и так далее. Мы не знаем, когда она закончится. Вот на какие метрики и индикаторы ты смотришь, заглядывая в 2025 год? Вот что для тебя важно в ходе войны и какие тенденции ты ожидаешь увидеть? Ну, на тенденции войны в основном смотрю во-первых, на материальный баланс, на ограничения с российской стороны, потому что там ясно есть очень большие материальные ограничения с точки зрения техники и личного состава, то есть возможность возместить потери, которые очень большие в этом году в российской армии. Также само смотрю на более структурные факторы с украинской стороны, то есть результаты мобилизации, возможность стабилизировать обстановку на фронте, насколько Украина способна просто удержать Россию каким-то тактическим успехом, но в общем сдержать вот это наступление и исчерпать их наступательный потенциал в течение осени и зимы к следующему году. А второе, я смотрю все-таки на результаты ударной кампании Украины и России, как это все сходится в течение зимы, где-то будет наиболее проявительно. То есть летом, я сам в Украине был летом, это одно, но все может измениться в течение там октября-ноября. И как это будет влиять сначала на экономию обеих стран, а во-вторых, на как политическое руководство будет реагировать к этим действиям. С точки зрения вот то, что ты, Саша, цитировал, да, я считаю, что в основном этот год определяет много чего, потому что, как сказать, вот возможности в следующем году – это все-таки результат действий и решений политических или не решений, то есть решений, которые будут не приняты в этом году. Если Украина будет или не будет какой-то наступательный потенциал в следующем году, это потому что приняли решение в этом году его создать, да, есть деньги, есть техника, есть план на военное обучение, тренировку, иначе никакого потенциала наступления в следующем году не будет, да. Захват Курска как минимум это операция на подстраховку в любом случае, да. Потому что, скажем, если меняется администрация и приходит Трамп, то им уже приходится
как сказать, иметь дело с этой реальностью, в том, что Украина держит какую-то часть России Курском, и как минимум Россия уже не может вести какие-то обсуждения чисто с позиции силы, а должна как минимум соглашаться на какой-то обмен. Это тоже понятно. То есть я думаю, действия Киева немного оправдывают вот этот подход. То, что будет сделано в 2024 году, уже будет определять возможности варианта 2025. А дальше очень трудно заглядеть в 2025 год. Как ты видишь, за последние несколько месяцев просто сложно заглядывать на войну на протяжении больше, чем 3 или 3-4 месяца. Вот что еще будет после этого наступления, я сам не знаю. И я не знаю, что это последнее наступление. Вот, Украина типично создавала как минимум 2 направления, если не 3. И одно направление должно было создать возможности для успешного продвижения на какой-то другой части фронта. Может, был такой план, такая стратегия, и она все-таки, еще просто не реализована, или, может быть, это вышло неуспешно, то есть не отвели достаточную группировку войск, чтобы ослабить какой-то другой кусок фронта. Или может быть, Курск, то есть оно есть, как так выглядит, я не знаю. Но еще далеко, как сказать, до зимы, и боевые действия зимой все-таки так не останавливаются. 2 вопроса тебе, и мы посмотрим на ситуацию с российской стороны глазами Саши, больше на экономическое измерение. Президент Зеленский и Рада довольно долго тянули с законом о мобилизации и так далее. Мобилизация в итоге началась, да, очередная кампания с апреля этого года. Как ты оцениваешь успехи с точки зрения набора личного состава, там, готовки, тренировки и так далее? Если говорить о активной обороне или даже наступательных действиях ВСУ в следующем году, как там обстоит именно с личным составом? Я думаю, мобилизация сейчас проходит более успешно с точки зрения набора количества людей, но все проблемы это со стороны военной подготовки, базовой подготовки, фазовой подготовки, коллективной подготовки, слаженной и так далее. С этим, конечно, Запад помогает, но перейти на такие большие обороты, то есть вот соблюдаем большие изменения в количестве людей, которые сейчас поступают в систему, это, конечно, процесс, и придется Украине вести большие изменения, и немного себе расширения подготовки, реформ и так далее. Значит, к сожалению, будет наиболее большой промежуток, потому что закон пришел в действие где-то в середине мая. Первые результаты мобилизации могли соблюдать где-то в июне, в конце июня. А Украина, как сказать, наиболее большая, я не знаю, как лучше это объяснить, скажем, яма, которая была создана не решением предыдущих 7 месяцев. И я думаю, это, к сожалению, займет как минимум полгода провести и возмещение потерь. Потому что если понять, что происходит базовая подготовка, да, потом эти люди поступают в подразделения или на возмещение потерь, или в новые бригады Украина пытается создать 14 новых бригад, с которых они частично несколько сформировали, и несколько из них сейчас участвуют в боевых действиях. Это бригады серии 150. Значит, понятно, что вот этих новых людей, которые мобилизировали, делят или на создание новых бригад, чтобы смогли провести ротацию, и на защищение потерь. А потом те люди, которые мобилизируют, после того, как они проходят базовую, фазовую подготовку, они еще, грубо говоря, не обкатаны. То есть новая бригада должна участвовать в каком-то втором эшелоне фронта. И когда ты, вот скажем, все это скажешь, Саша, это займет несколько месяцев. Да, то есть, я думаю, до конца года Украина будет, обстановка все еще будет, с точки зрения живой силы личного состава, все еще будет туго. Но результаты изменений, я думаю, мы видим. Я думаю, намного больше волонтеров, чем было раньше. То, что пытается просто изменить имидж мобилизации, дают людям возможность выбирать свою бригаду, и проходит общее расширение подготовки, то есть ту, которая проводится на Западе, то уже, как сказать, можно видеть положительные результаты. Но это займет как минимум продолжение полгода, если еще не
целый год, просто смотря на дефицит личного состава, который Украина надо возьмет. У России, кстати, у России с этим тоже очень большие проблемы, потому что в России очень большие потери в течение боевых действий в этом году. В прошлом году, если, может быть, находили под контрактом, включая людей, заключенных, которые тоже брали в систему, скажем, 30 тысяч людей в месяц, то в этом году ясно, что общие цифры, скорее всего, меньше, где-то 20-25 тысяч. И так как большой рост потерь на фронте, я думаю, России с этим тоже обстановка стала много проблематичной, и может стоит этот вопрос потом направить Саше, потому что я думаю, всем ясно, смотря на рост выплаты на федеральном и региональном уровне за последние 3 месяца, который поднялся в 2 и в 3 раза, то Россия тоже испытывает большой дефицит людей. Все, кто хотел быть на фронте, уже там, и приходится вгребать по сусекам. И получается некоторая парадоксальная ситуация, когда с деньгами лучше, чем с людьми. Вот только что буквально Владимир Путин подписал указ о том, что выплаты будут распространяться и на сотрудников ИП. Ну, то есть в России можно нанять, если ты индивидуальный предприниматель, у тебя может быть несколько сотрудников. Вот если раньше отправлять их на фронт можно было за свой счет, то теперь государство поможет в этом смысле финансово. То есть, что называется, докопались до совсем малышей, потому что людей нет, и желающих идти на фронт тоже нет. И здесь, мне кажется, есть такая... Знаете, я вижу в этом некоторую аналогию с действиями спекулянтов на валютном рынке, когда... Собственно, Центральный банк интервенирует с целью того, чтобы стабилизировать курс, а спекулянты, наоборот, выходят на рынок и говорят, а вот по такой цене можешь? Вот так и здесь, мне кажется, что есть некоторый интерес со стороны населения, насколько еще государство может повысить эти выплаты, что, может быть, не имеет смысла идти на фронт за 1,5 миллиона, если буквально через несколько месяцев будут давать 2, а то и 2,5. И я так понимаю, что со стороны экономики всю эту конструкцию еще и подпирает рынок труда, в котором рабочих рук не то чтобы много. Это как бы как бы рынок труда, он не с точки зрения экономики, он вообще с нами присутствует незримо всегда. И в этом смысле, конечно, шок дефицита труда для Российской Федерации – это стратегический вызов, значительно более тяжелый и значительно сложнее преодолимый, чем любые геополитические авантюры, которые сам себе Владимир Путин может придумать. Потому что трудоспособные страты выбывают из-за демографической структуры. Россия – это страна со стареющим населением, с активно стареющим населением. И, собственно, не происходит роста производительности труда, потому что санкции и невозможно повышать, ну, то есть и невозможно адаптировать новые технологии, компьютерные, невозможно ввозить какие-то новые станки, производственные сборочные линии и так далее, чтобы производительность труда на предприятиях росла. То есть в конечном счете вот главный стратегический вызов – это рынок труда, и с другой стороны он как бы будет сопровождаться сокращением ренты от экспорта углеводородного сырья, потому что его тоже поджимают санкциями. Опять же, мы видим довольно высокие нормы изъятия из отрасли налоговые. При этом мы не видим ни роста добычи, ни инвестиций в новые месторождения. Вот. А в будущем еще через какое-то время к этому ко всему наложится энергетический переход. Но вот это то, что стратегически ограничивает как бы развитие России на вот горизонте ближайшие 3-5 лет. В ближайшие 3 года, ну, самый главный вызов, который у нас как бы есть, и это снова вызов парадоксально много денег, а не мало. Это, конечно, бюджетная история. Вот мы ожидаем, что в сентябре правительство должно окончательно определиться с параметрами бюджета. Уже около трети расходов федерального бюджета – это расходы на войну, на армию и оборонно-промышленный комплекс. По моим оценкам, они не будут сокращаться и, скорее всего, даже вырастут, потому что война с Украиной продолжается, потому что было вторжение в Курскую область, и, соответственно, потребуются дополнительные средства на укрепление границы. Хотя я не знаю, такой кадровый голод, что, может быть, они деньгами эту границу будут выкладывать. Я не знаю, кто ее будет защищать, купюры, что ли.
то есть вот пока у нас никаких параметров нового бюджета нет, но есть оценки, что за счет перегрева и за счет того, что как бы, в принципе, Минфин есть такая бюрократическая задача найти деньги на указы Путина. У нас подняли налоги в 2024 году, теперь сильно горбатые НДФЛ больше возьмут с людей, больше возьмут с корпораций 5%, на 5 процентных пунктов вырос корпоративный налог на прибыль, разовые всякие сборы, акцизы и сборы с иностранцев уходящих. Ну, в общем, все в сумме, не нефтегазовые доходы примерно должны дополнительно, возможно, плюс-минус где-то 3 триллиона рублей. Дополнительно с нефтегазами, если повезет конъюнктурой, будет больше. Проблема в том, что по бюджетному правилу не нефтегазовый доход должны направляться на дополнительные расходы. То есть вот пока мы можем себе предположить, я опять же вот просто вот вожу так руками по воде, что у нас будет прирост расходов где-то на 3 триллиона, а дальше как? А дальше что там насчитают, довольно скоро узнаем. Но это все проблема в том, что это, конечно, все проинфляционно, и с одной рукой правительство наращивает расходы, а другой рукой борется вместе с Центробанком с инфляцией. И это, конечно, такая битва бобра со слом, которая как бы не прекращается, потому что стратегический приоритет — война. Спасибо большое. Миша, совсем короткий заключительный вопрос. Это что ты ожидаешь по поводу разрешений Украине использовать дальнобойное западное, прежде всего, американское оружие, и от украинской собственной ракетной программы? Президент Зеленский недавно анонсировал ракету «Дрон Поляныця». Будет еще какая-то номенклатура, я так понимаю, что там есть и деньги, и технологии, которые под это дают. Вот это как-то стратегически поменяет что-то в 2025 году или нет? Насчет изменений с нашей стороны, Соединенных Штатов, ничего не знаю. Это очень краткий ответ на вопрос. Может быть, будут, может быть, нет. Если будут, то я уверен, они придут после того, как будет, как сказать, оперативный смысл. То есть типично эти решения приходят после наступления или какой-то кампании, они, и всегда поздно. А насчет расширения собственных ударных средств, так и будет продолжаться. То есть видим крупномасштабное расширение ударных средств и крылатых ракет наземного базирования с украинской стороны. Об этом я уже целый год как пишу. И это, я думаю, в некоторой степени изменит баланс сил. У России все еще, может быть, будет преимущество дальнобойного ударного высокоточного вооружения, но Украина уже теперь, с точки зрения вот этих налетов, ясно, что у них есть больше дронов, а после дронов пойдут крылатые ракеты. И результат этого, скорее всего, будет, с моей точки зрения, это остановление российской ударной кампании против украинской энергоинфраструктуры. Потому что мы уже соблюдали, как сказать, такой вариант событий в Черном море. И, я бы сказал, не договор, но общее понятие остановления атак. И если как-то меня просят заглядывать в будущее, то я думаю, что, скорее всего, будет продолжаться эскаляция ударных средств, но потом, скорее всего, пойдет какое-то понятие, если нет соглашения, потому что для России это станет более уязвимым местом. Спасибо большое. Все contingent, как учит нас Майкл Кофман. Война остается непредсказуемой, а главное ужасной. Спасибо вам большое за очень отрезвляющий анализ. Александр Прокопенко, Михаил Кофман. Подписывайтесь на канал Carnegie Политика, ставьте лайки. Комментарии, пожалуйста, оставляйте. Да, мы просим вас не делиться ссылками на наши материалы, если вы находитесь в России, потому что фонд Карнеги объявлен нежелательной организацией, но смотреть и читать вам никто не запрещает. Будьте в безопасности и здоровы.